Всем привет! С вами Мари Рин. Я преподаю японский язык, объясняю просто, доступно и с юмором помогаю людям заговорить на японском. Я приехала в Японию и сегодня поделюсь своим опытом, расскажу и покажу, как я пыталась здесь вылечиться, используя российскую страховку. Раньше, когда я жила в Японии, работодатель оформлял мне японскую страховку, точно такую же, как у всех японцев. Поэтому с ней было очень удобно и экономно ходить к любому врачу. Но в этот раз я приехала по туристической визе, поэтому да, страховочка у меня тоже туристическая. Давайте посмотрим, что же из этого вышло. Скрываю свой опухший глаз. Меня уже добавили в чат, на самом деле давно еще, пока я была в Москве, добавили в чат волонтеров. Там куча волонтеров просто с разных стран. Так что привет, мой английский. Надо будет вспоминать. Моему глазику прям совсем плохо стало, посмотрите. Капец. Короче, это я написала своему знакомому врачу японскому. Я надеюсь, он мне посоветует какое-то лекарство для глаз. Нет, лекарства он мне не посоветовал. А боли и симптомы с каждым днем усиливались, поэтому терпеть было уже невозможно. И как бы я не хотела тратить время в Японии на врачей, мне пришлось заняться этим вопросом. Так, мне кажется, здесь должно быть потише. Классная велостояночка такая. Вот. Я надеюсь, я вообще вместилась хотя бы в кадр. Давайте расскажу про страховку. До этого у меня всегда была японская страховка. С японской страховкой вы можете обратиться в любую клинику в любое удобное для вас время и оплатить только 30% стоимости от посещения. Чтобы вы понимали, сколько стоит, допустим, обычный прием, осмотр там, у лора, например, я была, без страховки обошелся в 15 с чем-то тысяч йен. То есть, по данным, сейчас, по данному курсу, это около 10 тысяч рублей. Вот, смотрите сами курс. А если со страховкой, то это около 3000 йен выйдет, то есть примерно 2000 рублей. И до этого я таким образом, собственно, нормально пользовалась японской медициной. В этот раз у меня нет японской страховки, и я решила попробовать страховку Тинькофф. Вот я им пишу в чат, что так и так, у меня страховой случай. И они мне сразу отвечают. Причем не на отвали, а довольно вежливо и с сочувствием, что было довольно приятно. Скажу сразу, это не реклама, и мне никто не платил, хотя можно было бы, да. Так вот, мне предложили два варианта помощи. Первое – это пройти онлайн-консультацию с их каким-то врачом, вот, и он может выписать рецепт, по которому я смогу купить лекарство. Чтобы вы понимали, в чем проблема. Я даже знаю, какие мне нужны лекарства, но их невозможно купить в Японии без рецепта. Да, это такая система японской медицины. Да, иногда даже самые обычные для русского человека лекарства нельзя найти в обычной аптеке, и уж тем более купить без рецепта. Для начала я решила попробовать онлайн-консультацию, чтобы получить рецепт. Вскоре со мной связались по телефону. Это был врач, говорящий на русском, но, судя по акценту, он был явно не из России. Мы пообщались, и он прислал мне список необходимых лекарств и заветный рецепт. Но когда я его увидела, я поняла, что это провал. В Японии существует строгая система выдачи лекарств строго по определенным рецептурным бланкам японского образца. И по идее фармацевт не может законно выдать какие-либо лекарства без такого бланка. Конечно, я не ожидала получить от Тинькофф японский бланк, но, смотря на этот унылый файл, я уже представляла, как неловко будет обращаться к японцам с этой бумажкой-какашкой. Итак, я прихожу в японскую аптеку и всеми силами делаю вид, что не имею понятия о японской системе и рассказываю японцам, что мой бланк международного образца действует по всему миру, но, как и следовало ожидать, получаю отказ. Советуюсь со страховой службой, и ответ вы видите на экране. Как бы Тинькофф, они там, может быть, не очень в курсе, но вот эти рецепты международного образца, которые якобы должны во всем мире приниматься, они там на английском, с печатью, там у них медицинский центр на Кипре находится, типа а-ля международные стандарты.
В Японии, блин, они никому не нужны, эти международные стандарты. У них вот если вот нету у тебя вот этого листочка и всего японского бланка, полученного в японской клинике, то все, пока-пока, какие рецепты, ничего не знаем. С глазами котика из Шрека я вновь пытаюсь выпросить лекарство в аптеке, но все тщетно. А под конец фармацевт добивает меня тем, что, оказывается, в Японии даже не продается таких лекарств, которые мне выписали. Теперь бы найти дорогу домой. У меня просто с ориентацией в пространстве максимально все плохо. Максимально плохо. Я вообще-то не знаю, куда идти. Нет, я могу сейчас по карте посмотреть, но мне даже интересно, я справлюсь? Я чисто теоретически справлюсь с этой задачей? Вау, я нашла храм! Ух ты! То есть я здесь точно не была, значит, я вообще куда-то не туда ушла. Смотрите, как я это обожаю. Опа, зеленый свет, я успею или нет? Я надеюсь, я успею. Точнее, я уже бегу на красный, нарушительница. Блин, солнце. Ладно, быстренько вам расскажу. Короче, такая тема. Какие добрые японцы, просто такие добрые. Ну, реально. В общем, если что, как вы орете, цикады. Когда я пришла в аптеку, такую серьезную, понимаете, да, со своим рецептом вот этим онлайн, они, значит, там, ну, во-первых, у них не было этих лекарств в принципе в аптеке. Во-вторых, выяснилось, что эти лекарства, я кричу, да, я боюсь, что меня плохо слышно, потому что я даже себя не слышу из этих цикад просто. Так, буду говорить поспокойнее, наверное, чтобы не надрываться. Выяснилось, что этих лекарств, даже которые мне прописали, их не продается в Японии. Хотя они международные, там, какие-то там, ну, естественно, это не русские лекарства. Но вот у нас они продаются, а здесь нет. Они говорят, ну, извините, в общем-то, так, и отправили меня домой. Я вышла из этой аптеки, и в полном отчаянии, как бы такая, грущу, стою, ищу в интернете, связываюсь с Тинькофф, значит, думала, что делать, как дальше быть. В общем, в итоге двинулась и уже ушла. Меня догоняет аптекарша, или как, фармацевт. То есть она реально, ну, как бы поискала меня, догнала. Ну, она решила мне помочь. Она говорит, что все-таки, ну, да, допустим, если в больницу вы там никак не можете попасть, то мы можем с вами, давайте поискать аналоги этих лекарств, и в обычной аптеке без рецепта вам хотя бы дадут аналоги, ну, они более слабые, конечно же, то есть, опять же, это не антибиотики и ничего такого, но хотя бы это, ну, хотя бы что-то. И, конечно, я очень обрадовалась, думаю, окей, давайте мы найдем хотя бы аналоги этих лекарств, поэтому мы с ней вернулись обратно в аптеку, и она еще минут 10 или 15, она выискивала в интернете информацию по поводу этих лекарств, все разузнавала. Она распечатала мне в итоге лекарства, ну, бланк, нашла мне адрес большой аптеки, обычный самый, где можно без рецептов покупать, дала мне его, распечатала карту, распечатала, написала, все максимально подробно объяснила. То есть, знаете, это было настолько приятно. Она не бросила, знаете, хотя, конечно, еще пока выхода, в общем-то, я не нашла, вот, еще сегодня пойду искать лекарства, но это было максимально приятно, что с ее стороны она так пыталась мне помочь. То, что она не кинула, знаете, типа, ну, пришла какая-то иностранка, ну, у нас нет лекарств, все, иди гуляй там. И так хочется ее отблагодарить. Уже со здоровым глазиком хочется прийти к ней и сказать спасибо вам большое просто. И, не знаю, какой-то сувенирчик. И, блин, я по-любому так сделаю. Но она просто, она выбежала из аптеки, она пошла меня искать. Она стала тратить время. Короче, ну, это очень супер человечно, я не знаю, приятно. Большая благодарность ей. Вот так, хотела поделиться с вами таким моментом. И все же я сомневалась, что нерецептурные японские лекарства мне помогут, поэтому я сообщила в страховую, что мне нужен визит врача. Это и был второй способ, который, к счастью, мне предложили в службе поддержки. Предлагают второй способ пойти в японскую клинику и, в общем-то, на осмотр и так далее, сохранить все чеки, и они мне потом возместят убытки. Но пойти можно не в любую клинику, которая рядом с домом, а ту, которую они, именно у которых контракт есть. И они мне пишут адрес. Окей. Значит, иду в больницу. Видок просто такой, шпион.
Иду в больницу, в которую мне сказали, прислали адрес от Тинькофф, что там мне смогут компенсировать мои затраты. Вот. Я надеюсь, что все будет именно так. И я очень хочу, чтобы мой глаз прошел. Я очень этого хочу. В клинику переть 45 минут на самом деле. Вот. На автобусе тоже можно было доехать, точнее там с пересадками, но это бы ровно 45 минут бы тоже заняло, поэтому я решила пойти прогуляться. Ребят, короче, это трындец полный. Меня в Тинькофф направили в конкретную больницу, вот сюда я пришла, и здесь нет офтальмолога. То есть я просто в шоке. Причем это была самая ближайшая, то есть до нее час добираться. Я не знаю, куда они меня дальше направят, если только в другой город, что ли, в больницу. Ребят, это жесть просто. По жаре. Я просто, я не знаю, как я туда дошла. Это больница, это большая больница, друзья. Но я прихожу туда, и они мне говорят: извините, у нас нет офтальмолога. Я была очень удивлена, потому что, ну, есть ощущение, да, как будто бы в больших больницах есть любой врач. Ну, я не говорю про пластического хирурга, да, какого-то, но минимально терапевт, офтальмолог, лор, там, не знаю, ортопед и так далее. Ну, то есть это настолько базовая вещь. Вот, я еще на всякий случай поинтересовалась, говорю: у вас сегодня его нету? У него выходной или нет? У них, в принципе, нету вообще этой категории офтальмологии, у них нет. Пишу опять, говорю, в Тинькофф, у них нету врача. Окей, они говорят, вы можете обратиться к врачу общей практики. В принципе, он тоже вас сможет осмотреть и, ну, выдать, по идее, лекарства. В общем, я сейчас в больнице и говорю, можно мне к терапевту? Они говорят, нет, по поводу глаз это только к офтальмологу, которого у нас нету. То есть терапевт, он мне не будет как бы какие-то лекарства для глаз выписывать. Я задолбалась, если честно, сижу вот и не знаю, что делать. Сейчас пойду обедать, вот. И буду капать свои русские капельки. Может, надеюсь, что это поможет. Окей, я им все это пишу, говорю, что нет, они не принимают. Терапевт как бы, ну, не имеет права и не будет выписывать мне глазные лекарства. Нет, вообще Тинькофф зачет, Тинькофф премиум, вот, то есть там поддержка очень хорошая, они всегда на связи и делают все возможное, но в рамках того, что они могут сделать вот так вот удаленно, да. Тогда они мне пишут еще один адрес другой больницы, Токусима Дайгаку Бёин. Но опять же говорят, что возможно по выходным там работают только врачи общей практики, поэтому, скорее всего, вам нужно идти туда в будние дни. А это была суббота, то есть я уже третий день терплю боль и еще должна субботу, воскресенье ждать, терпеть до будних дней, чтобы прийти туда. И это максимально, конечно, все непросто, вот. И эта клиника тоже фиг знает где, еще до нее там 2 часа переть, вот, через весь город. В общем, вот такая сейчас ситуация. Чем же все закончилось? На самом деле в аптеку я так и не пошла. Честно, задолбалась. Из-за нагрузок и стресса у меня не было никаких сил, и в понедельник в больницу я тоже не пошла. Промучилась еще пару дней, а потом заметила, что глазику становится легче, и, в общем-то, постепенно я пошла на поправку. Так что закончилось все благополучно, чему я очень рада. Надеюсь, вы тоже. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, закинуть какой-нибудь классный комментарий, ну и подписаться на канал. Поверьте, мне есть что вам показать.